try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. С вами Ксюша, и сегодня мы на цветочном балконе, потому что встреча наша пройдет сегодня в окружении хой, и в мои планы входило показать вам результаты укоренения черенков хой спустя 2 недели, которые мы с вами укореняли на канале. Показать вам цветение тех хой, которые у меня на сегодняшний день цветут, а также поделиться новинками, которыми я пополнила свою коллекцию. Ну что ж, давайте приступим, и начнем мы сегодня именно с цветения моих хоечек. Перед вами потрясающий сорт Калимантан, который я показывала уже на канале, но на тот момент она не цвела, и я демонстрировала только потрясающую красоту ее листвы. А сегодня я покажу вам уже не менее потрясающей красоты ее цветения. Вот такие аккуратные маленькие пластиковые цветочки, небольшой зонтик с очень легким и нежным ароматом, который не сильно распространяется у меня на балконе. У меня зонтик только один. Цветет она у меня уже 3 дня. Но она у меня помимо цветения еще в активной вегетации, потому что она у меня пробудила 3 точки роста и активно кустится. Следующая хоечка тоже уже участвовала в обзоре моих хой. Эта хоечка называется Фичи. У нее вот такие интересные листики. Неприхотливая хоя. И цветение у нее, посмотрите, какое потрясающее. Нежные тональности пластиковой фактуры, восковые цветочки на такой вот длинной ножке. Цветоносик у этого сорта потрясающий. Мне этот сорт еще очень нравится именно вот этой особенностью, что цветение формируется на такой длинной ножке, потому что у хой цветоносы бывают очень разные. Бывают настолько коротенькие, я вам как-то показывала уже недавно Нуну Пинк, так вот у нее настолько короткие цветоносы, что цветение прячется прямо в листве. А этот сорт потрясающий. Но во всяком случае мне очень нравится, когда на такой голой длинной ножке висит вот такой вот потрясающей красоты шарик. Запах тоже, кстати, очень ненавязчивый, очень нежный, и только если близко уткнуться и понюхать. Одна из самых любимых хой именно в моей небольшой пока еще коллекции. Следующая хоя, я вам ее тоже показывала на канале, но она тоже на тот момент не цвела, я только готовилась к цветению. Это хоя Абавата Сплэш. Листики вот такой огромной величины с таким интересным сплэшем. Сейчас перейдем к цветению этого сорта. Посмотрите на эти зонтики. У предыдущих 2 сортов цветение сформировано в виде шариков, то у этого сорта в виде зонтиков. Очень много нектара. Сейчас сейчас уже вторая половина дня. Во второй половине дня хоечки начинают активно источать нектар цветочный, привлекая насекомых.
Вот такое интересное цветение, тоже красивое по-своему. Но уже видите, не пластиковое. Если те прям восково-пластиковые цветочки, то здесь уже такие больше немножко такие пушистенькие, чуть-чуть. У каждой хоечки, которую я вам показываю, тоже буду останавливаться на аромате, потому что многих интересует, насколько активно или неактивно пахнет хоя. У абаваты тоже ненавязчивый, нежный аромат, который чувствуешь только если очень близко находишься к самой хойке. Итак, давайте посмотрим на последнюю цветущую на сегодняшний день хоечку. Это Hoya Kerry Silver Splash. Вот так выглядит название ее. И посмотрите, какой у меня уже потрясающий величины кустик. А покупала я ее небольшим узлом. Там несколько узелков. На самом деле было такое приземистое было растение. Но, как я поняла, отрезали уже от довольно взрослого экземпляра, потому что стволик был вот такой толстенький. Но за год, она у меня в коллекции уже год. Сейчас покажу, каким я покупала череночком. То есть она у меня была вот таким кустиком. А за год она пустила вот такую вот плеть. Вот такой длинный ус. Здесь их два. И особенностью этого сорта тоже является то, что плети, которые она гонит, очень толстые. И они не просто формируются в какой-то в красивую форму, потому что когда ты начинаешь ее изгибать, то хоя из этих плетей начинает источать вот свой сок. Эта особенность, кстати, тоже есть и у абаваты. У нее тоже довольно толстенькие плети. У меня Керри в коллекции две. Есть самая простая зеленая и вот такая сплэшевая. Причем хочется остановиться на сплэше. Я покупала ее с не очень явно выраженным сплэшем. Вот такой. На этом листике вообще еле заметный сплэш. И посмотрите, как меняется сплэш в зависимости от интенсивности освещения. Сейчас разверну вам и покажу те листья, которые она у меня формировала уже при ярком освещении. Вот такой активный и ярко выраженный сплэш. Поэтому очень многое зависит еще от освещения. Ну и покажу сейчас цветение хоечки. Эта хоя потрясающе красиво цветет. Пахнет она потрясающе. Ее аромат один в один, как жженый сахар или же как сладкая вата. На самом деле вот этот коричневый цвет мне и напоминает жженый сахар. Очень приятный, сладкий и вкусный, прямо вкусный аромат у этой хойки. Еще по стволику у нее так активно лезут корешки воздушные. Я ее недавно пересадила вот в такой уже объем горшочка, потому что тот объем она корнями заплела и быстро очень просыхала.
И она тоже у меня сейчас в активном, тоже вегетативном росте. Сейчас покажу вам. Вот новый листик растет. Потрясающие молочные листики у этого сорта. Ну и вообще я очень люблю наблюдать за ростом хой, не только за цветением, а и когда хоечка растет, это тоже очень радует взгляд мой цветочный. Так, ну тут тоже вот есть листики новенькие. Это цветоносик, но с него она не цветет. Вот листик. Ну что ж, на сегодня по цветущим хоечкам это все. И давайте перейдем сейчас к моим новиночкам. Помните, на канале я говорила о макрофиле. Моей макрофиле, вон она стоит, Pot of Gold. И назвала ее случайно вариегата по незнанию. Тогда я этого не знала. И когда мне девочки подсказали, что это у меня не вариегата, а Pot of Gold, и когда я сама этот вопрос начала изучать, гуглить, я поняла, в чем разница. У Pot of Gold вариегатная часть внутри листа, в серединке и по краешку зеленая часть, то у вариегаты все наоборот. Зеленая внутри, а по краешку вариегатная. И мне настолько понравился этот сорт, что я решила приобрести его в коллекцию. Потрясающая красотка ко мне уже приехала. Вот таким кустиком, красиво сформированным, уже с достаточным количеством узелков. Покажу вам бирочку, мало ли кто-то может записать хочет. Вот такая красотка теперь составит пару моей Pot of Gold. Листики у нее такие же и по форме, и по фактуре, просто отличается именно окрасом. Это молоденький еще кустик, листики такие молочные, мягенькие, еще не задеревенели как следует. И тоже смотрите, как интересно меняется окрас листиков. Здесь белым, а здесь салатовым. Вот такая красотка. Следующая хоечка. Это невероятной красоты хоя. Это хоя Патриция. Сейчас я покажу вам ее название. И прикреплю вам ее цветение. У меня это черенок. Покупала я ее свежесрезанным череночком. По тому способу, который я вам показывала, я ее укореняла. Это было в мае месяце. И за май месяц, посмотрите, сколько корней и сколько новых листов. Покупала я ее, сейчас покажу, вот этим вот двумя листиками. Нет, тремя, наверное, не помню точно. Но, в общем, вот этот вот весь узел пошел уже в рост. И дальше пускает вот такой длинный усик. Но посмотрите, какой красоты ее листики. Потрясающие листики. Обожаю такие листики с прожилочками. Вот каемочка загорелая такая. Это загар. От яркого солнышка листики меняют свой окрас. А цветет она просто потрясающе. Цветочки прям очень красивые. Так, следующая хоечка. Хоя глабра. Листики у нее, это, конечно, хоечка еще не с максимальным по особенности свойственному этому сорту листу. Он еще крупнее будет.
хойка чем взрослее будет, тем будет проявлять все особенности сорта. Это крупнолистовая хоя. Листик похож на лист подорожника. Она у меня тоже в активном росте. Пустила уже вот такой вот листик, усик, и формирует уже листики. Потрясающая хойка, тоже прикреплю ее цветение, покажу вам. Но здесь мне она понравилась именно из-за листиков. Лопухастенькая, такая крупненькая. В общем, очень мне нравится этот сорт из-за крупных листов. Так, следующая хоечка. Это хоя тоже обовата, только обовата вариегата. Вот ее название. Рядом стоит сплэшевая. И вот такая вот вариегатная. Мне повезло, удалось купить. Я еще не пересаживала. Она у меня еще в покупном стаканчике. Удалось мне купить с красивой вариегатностью и с красивой формой листа. Идеально ровными монетками. То, как я люблю. Многие вот мне девочки писали в комментариях, что наоборот нравятся корявые листики, а мне у этого сорта нравится именно правильной формы, круглой такой тарелочки, блюдечка. И мне повезло еще тем, что я покупала этот черенок уже с имеющимися цветоносами. У меня, конечно же, она еще не цвела, она у меня совсем недавно, около недели. Вот, но радует тем, что цветоносики уже есть. Когда хоечка будет готова, она с них обязательно процветет. В общем, моя мечта исполнилась. Я очень хотела еще себе обовату вариегату. Такая она красивая. Разную я видела, разной вариегатности видела обоваты, но вот этот мне очень понравился. Очень красивая вариегатность у него. Так, ну что ж, я сейчас планировала, наверное, последнюю хоечку покажу вам, которую хотела вам еще показать на канале на своем, показать новиночку свою. Вот видите, усиком зацепилась. Они, видите, как усы. Мне тоже так нравится, когда они гонят эти усы, они цепляются за ними везде, где только можно зацепиться, оплетают. В общем, вот такая у меня лакуноза Big and Very Long Ives. Вот я себе на самом деле давно хотела лакунозу обычную. У меня есть сильвер, я ее тоже как-нибудь покажу. Ну, может, сейчас покажу вам ее. Вот есть лакуноза сильвер, вот такая. И существует такой же сорт, только лакуноза обычная, просто зелененькие листики. Хотела пополнить ею свою коллекцию, но когда я увидела лакунозу с длинным листом, я поняла, что хорошо, что я не купила с обычным листиком, потому что с удлиненным листом лакуноза просто потрясающая. Она цветет так же, как и обычная, с коротким листиком, поэтому, цветение такое же сохраняется, но лист красивее. Но это на мой взгляд. Люблю такие тоже удлиненные листики. Я ее тоже не пересаживала. Покупала вместе с Патрицией
у одной девочки. Там я купила, это еще не все сорта, которые я тогда купила, тоже укоренила. Причем я ее тогда почикала на несколько черенков и их укореняла вместе, чтобы сформировать красивый кустик. И вот уже точки роста на каждом есть. Вот это уже новые листики. А этот усик, вот эта новая плеть, это уже выросла у меня. И не только плеть, а и уже цветоносики. То есть вот смотрите, такие маленькие черенки, я их даже еще не пересадила, я их только укореняла, а они уже готовы к цветению. Есть сорта хвой, которые очень легко зацветают, даже будучи вот в таком юном возрасте. И она у меня уже набирает цветение. Конечно же, поделюсь с вами, когда она зацветет. Здесь у нее был старый цветоносик. Видите, такая головочка вот эта вот длинная, означает, что она уже цвела и не один раз. Кто не знает, кто с хвоечками недавно, цветоносы отрезать нельзя, потому что хвойки с каждым разом процветают на старых цветоносах. И новые появляются на новых плетях, и со старых она повторно зацветает. Ну что ж, друзья, на обзор моих новинок на сегодня я завершу, хотя это еще не все мои новиночки. Есть у меня еще сорта, которыми пополнилась моя коллекция в этом году, потому что я покупала вот в прошлом году весной, всю зиму ничего не покупала. Они у меня только развивались и росли. В этом году я опять активно купила определенное количество хвоечек, и зимой буду их растить. А сейчас я покажу вам результат укоренения хвоек, которые мы с вами производили на канале. Прошло всего 2 недели, и мы сейчас с вами посмотрим на результат. Интересно вам? Это одна только тепличка. Вот таких у меня было 2, но я покажу на одной тепличке. Австралис Лиза сорт называется. Кто не смотрел, ссылку на укоренение я прикреплю в описании. Кому интересно, посмотрите этот способ и смотрите, что происходит. Хвоечка пустила корни, и не просто пустила. Вот 2 недели прошло ровно. Посмотрите, какие уже жирненькие корешки, длинненькие у этого экземпляра. Я вам все покажу. Сейчас. У этого экземпляра. И и вот эта хвоечка, но у нее самый потрясающий результат. Вот смотрите, какие корешки, причем корешки уже вон до самого дна достали, и у нее уже даже проснулась точка роста. Уже не просто корни, а она пошла уже и в рост. Поэтому способ работающий, действующий. И все стаканчики, которые я укореняла, их у меня там или 6-7 всего было, все вот в таком же состоянии укоренения. Я еще продолжаю держать их в тепличке, продолжаю делать все те же манипуляции, которые я и делала, как я советовала в том видео. То есть я открываю, проветриваю и орошаю ежедневно новые порции влаги и закрываю. Стоят они у меня в комфортных условиях,
без отсутствия жары, но при достаточно ярком освещении, без прямых солнечных лучей. Вот так вот. Ну что ж, друзья, сегодня наше видео подходит к концу, наша встреча подходит к концу. Я показала вам свои хоечки, поделилась и своими новыми сортами, и цветением. Так что буду с вами прощаться. Жду вас в комментариях, как всегда. А с вами была Ксюша. До новых встреч и пока. Try to fly